Я никогда не был трусом и не знал страха, а в тот злополучный день я познал настоящий ужас. И леса теперь боюсь, как огня, и на охоту уже очень много лет не хожу. То, что мне довелось пережить, я не пожелаю никому. Было это давно, еще были живы родители. В тот год зимой решил я проведать своих старичков в деревне. А я в это время уже закончил медицинский институт и работал в больнице хирургом. По несколько операций в день, и все на ногах. Усталости за год накопилось выше крыши, нужно было где-то отдохнуть от всего насущного. Ну, а где самый лучший отдых? Конечно, на природе. Отец в тот год что-то совсем пригорюнился, и мать в последнее время часто болела. А в деревне зимой благодать, воздух там хороший, чистый. Старики обрадовались, каждый день пирогами да соленьями всякими угощали. Чтобы не зажиреть за время отпуска, решил я по лесу побродить на лыжах. Взял отцовское ружье, немного еды для легкого перекуса и навострил лыжи. Решил без дичи домой не возвращаться, порадовать родителей свежим мясом. День был солнечный с легким морозцем. Пушистый снежок блестел на солнце и поскрипывал под лыжами. Но ходил я тогда не столько за мясом, сколько отвлечься от всего, побродить по тайге. Настроение у меня было отличное, душа моя пела. Тут заметил следы кабанчиков. Расположился поудобнее и стал поджидать. Но дело развернулось совсем не так, как я предполагал. Просидев часок в засаде, я уже стал замерзать, как услышал где-то вдалеке доносившееся рычание и жалобный визг. Первое, что пришло мне в голову, кто-то попал в беду. Я ведь врач, инстинкт спасения жизни сработал у меня моментально. И я рванулся на помощь. Метров через 200 стало ясно слышно, что рядом идет серьезная схватка зверей. Рычание переходило в жуткий медвежий рев. Осторожно раздвинув ветки кустарника, я увидел жуткую картину. На поляне лежал убитый лось, а рядом шел смертельный бой разъяренного медведя с волком. Как я понял, животное это было добычей пары волков, волка и волчицы. Они уже принялись за трапезу, когда на поляну вышел медведь-шатун. Волки-звери отважные и не хотели уступать свою добычу. А медведь, видимо, был очень голоден и решил вступить в схватку с волками. Мне показалось, что кровь застыла в моих жилах. Вот это я попал. Я слишком близко подобрался к месту их битвы, что незамеченным мне вряд ли пришлось бы уйти, и в любой момент кто-то из хищников мог бы переключиться на меня. Поэтому, не в силах сдвинуться с места, я сел в снег за маленькой елочкой. Волк, сражавшийся с медведем, был крупным. Поодаль стояла волчица светло-серого цвета. Она тяжело дышала, видимо, ожидая удобного момента для нападения, а может, отдыхала между схваткой с медведем. Матерый волк был опытным бойцом. Он резко делал обманные выпады, стремясь зайти в тыл к медведю. Но свирепый шатун угадывал его действия и двигался с такой скоростью, что я был очень удивлен. В моих висках пульсировала только одна мысль, что, если меня заметят, убежать не смогу и ружье не поможет. Битва за пищу шла не на жизнь, а на смерть. Никто не хотел уступать. Волк стал заметно сдавать. В итоге медведь ударом мощной лапы подбросил противника вверх, и в этот самый момент пропорол когтями волку все брюхо. Молча наблюдавшая волчица прыгнула и схватила медведя сзади, но вскоре ее постигла участь ее партнера. Я зажмурился и просидел так еще некоторое время, а когда, наконец, решил открыть глаза, все уже было кончено. Медведь, тяжело дыша, зорко осматривал поле сражения, ходил по поляне и принюхивался к поверженным врагам. Потом скрылся в лесу вместе со своей отвоеванной добычей. Наступила зловещая тишина. Минут 30 я выжидал и уже собирался отправиться в обратный путь, как вдруг увидел, что волчица зашевелилась. Она была еще жива. Не знаю зачем, но я пошел поближе посмотреть, что происходит. Передо мной предстала страшная картина.
Волчица была сильно ранена, и при этом она была беременна. Она умирала и рожала одновременно. Я не знал, что мне делать. Волчицу уже точно не спасти. Она обречена. Бросить ее здесь на морозе — это значит загубить сразу несколько нерожденных жизней. Времени на раздумье не было совсем. В этот самый момент волчица в последний раз подняла голову и посмотрела на меня такими глазами, что кровь у меня застыла в жилах. В этом взгляде было все. Боль и мольба, страх и отчаяние. Я уже не мог больше не думать ни о чем, только о маленьких волчатах, которые должны были вот-вот появиться на свет. «Милая, давай, еще немного осталось, я помогу тебе, я рядом», — уговаривал я волчицу. Третий волчонок родился с последним вздохом его матери. Он единственный был живым. Я снял с шеи теплый шарф, завернул в него маленький серый комочек, засунул сверток за пазуху и поспешил покинуть это кровавое зловещее место. Ружье мое осталось где-то в снегу под елкой. Можно было весной вернуться за ним, но я больше никогда не хотел побывать здесь еще раз. Как добрался домой, я не помню. Родители уже сходили с ума, понимая, что я сильно задерживаюсь. Мать хваталась за и так уже больное сердце. Мои старики истопили баню и долго отхаживали меня веником и различными снадобьями. Волчонка приняли в семью, а что было делать? Матери моей не впервой выхаживать животных, оставшихся сиротами с рождения. В деревне такое часто случается. Вскоре волчонок начал расти и превращаться в красивого и сильного волка. Он был полон энергии и готовности помочь своим опекунам. Время от времени родители брали его с собой на прогулки по лесу, чтобы он мог проявить свою силу и ловкость. Однажды, когда щенку исполнилось 1,5 года, он спас моего отца от нападения медведя. Папа был беззащитен перед огромным хищником, но волк мгновенно вмешался и отвлек медведя, давая возможность своему хозяину убежать. Волк потом долго жил в нашей семье, всю свою жизнь, и был предан, как собака. А может, даже еще сильнее. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.